Labą dieną. Mano pašnekovas moka lietuviškai, jie pasakė labą dieną. Ir šį kartą pašnekovas mano gerbiamas žmogus, kurį pažįstu 17 metų. Tai buvęs labai žymus Ukrainos generalinės prokuratūros tyrimų valdybos vyriausiasis prokuroras tyręs Maidano įvykius. O dabar Украиnos ginkluotųjų pajėgų кариninkas, капитонас Сергеевич Горбатюкас. Я, Сергей, представил тебя нашим литовским зрителям как человека, который уже знаю 17 лет. Ты в моих глазах самый большой авторитет в Украине. И знаю как борца с тех времен, когда ты руководил расследованием про Майдан. И сейчас знаю тоже как борца, как офицера вооруженных сил Украины. Но, готовясь к этому интервью, я собрал достаточно, много информации, где ты говорил про разные темы. И с твоего позволения, из того материала я коротко процитирую некоторые цитаты, и ты мне более, скажем, обширно даст свое объяснение, потому что эти цитаты очень, скажем, важные для меня как прокурора, как всех зрителей, и важные, думаю, для других людей, которые смотрят на тебя как принципиального человека, а в это время Украины это такой человек, как ты, очень нужен. Я возвращаюсь к твоим высказываниям, с 17 года, и это такая была интернетное издание, на канале 112, и под названием «Горбатюк», день рождения Луценко, это бывшего генерального прокурора Украины, ты сказал: я советую ему, чтобы и не мучила его совесть. А в это время ты был уже начальником департамента того, кто расследовал, эти все события. И ты подчеркнул, что в то время, может быть, Украина была ручное управление. Как ты можешь это более-менее припомнить нам, что имел в виду тогда ты так говоря? На то время, во-первых, Лаба Ачу за приглашение выступить перед уважаемой литовской публикой, потому что это очень важна Украине поддержка, и она особенно чувствуется от литовских друзей. Касаемо вопроса. Действительно, 2017 год, на то время я был начальником управления специальных расследований. Это подразделение Генеральной прокуратуры, которое занималось расследованием преступлений, совершенных во время Майдана в отношении протестующих, а также преступлений, совершенных чиновниками времен Януковича в период 2010-2014 годов. И важно, что расследование для себя я поставил цель, и наши подчиненные, мои тоже руководствовались таким принципом, что эти расследования, кроме непосредственно установления виновных в совершении преступления, это в первую очередь правоохранители, и это результат позволял бы очистить нашу правоохранительную систему. Второе, само расследование обеспечить максимальную объективность этого расследования, чтобы ни одна сторона не могла обвинить в том, что что-то спрятано, что-то приоткрыто больше, где-то меньше. То есть максимальная объективность и законность. То есть наше подразделение должно было при этом расследовании быть примером для других правоохранительных органов в соблюдении законодательства. Но, к сожалению, не такими принципами хотела и руководствовалась руководство Генеральной прокуратуры. Да, и в принципе и
из страны. То есть генеральный прокурор Луценко, который пришел в 2016 году, был избран на эту должность, практически с первых дней начал действия, которые препятствовали расследованию в первую очередь. А как это, на твой взгляд, проявлялось препятствие? Следователи, в первую очередь, это касалось так называемых экономических дел. Это преступления, совершенные чиновниками и непосредственно президентом Януковичем, да, в которые заключались в расхищении государственного имущества, в взяточничестве и другом незаконном обогащении. Вот. И Луценко ставил себе за цель в многих делах, возможно, я так для себя предполагаю, что не по собственному, а по просьбам. И, возможно, не просто просьбам, а подкрепленным какими-то материальными благами, для того, чтобы не дать привлечь к ответственности виновных лиц. Например, у нас еще при предыдущем генеральном прокуроре мы с трудом отстояли право обвинить нескольких сотрудников налоговой инспекции, которые способствовали хищению 3,2 миллиарда гривен на период 2011-2012 годов. То есть, что фактически на то время было где-то 400 миллионов долларов. И отстояли, приходит Луценко и выносит постановление, не изучая дело, передать в другое подразделение. В связи с тем, что якобы мы неэффективно расследуем, хотя у нас предъявлено обвинение и идет расследование к тому, чтобы направить дело в суд. Вот. И он каким образом это дело, а потом вышки Бойко, известное дело, таким же способом. Пробуризма, да? В том числе бурабуризма, это дело по обвинению бывшего министра экологии да. Злачевского тоже. В такой же способ это дело было у нас забрано и передано в другие. И фактически эти дела в последующем умирали. Или просто лежали по ним, ничего не делалось, или же прекращались. И в связи с этим он прокурор принимал действия, чтобы меня дискредитировать, привлечь к ответственности, уволить, чтобы безосновательно привлекал к дисциплинарной ответственности. Я через суд снимал эти взыскания и другие меры предпринимал для того, чтобы я не мог выполнять эти действия. В том числе препятствование было и в делам по расследованию дел Майдана, которое заключалось в том, что многие из других подразделений там Генпрокуратуры не оказывали необходимой помощи, материальное обеспечение. С одной стороны оно и было, а с другой стороны затягивалось, и не то, что просили, и так далее. Много разных мелочей, которых можно рассказывать долго, но суть в том, что для СМИ он всегда говорил, что это честь, это обязанность его как генерального прокурора обеспечить привлечение к ответственности виновных как в преступлениях против Майдана, так и экономических преступлениях. И, естественно, когда это был день рождения, то я, кроме всего прочего, здоровья и добра пожелал, что желаю, чтобы вы действовали так, или жили жизнь, и работали как генпрокурор, чтобы потом не было мучительно больно, чтобы не мучила совесть за то, что ваши слова расходятся с делом. С другой стороны, Сергей, знаю, что тебя очень поддерживала сторона потерпевших. Это Небесная Сотня, да? И по их просьбе ты в их глазах был как генеральный прокурор, будущий генеральный прокурор. Были какие-то шаги для того, чтобы стал ты им? Тебя кто-то предлагал? Ведь та сторона, которая видела своими глазами все, в тебе имела
смысл видеть, как это кристалл будущего прокурора. Как все было в этом? Или только, значит, те, которые имели право назначать тебя, не замечали это? Да, это очень важный момент, поддержка потерпевших родственников героев Небесной Сотни, их адвокатов, активистов, журналистов. Только вот именно эта поддержка, она позволяла отстаивать закон и в том числе доказывать и генеральному прокурору, и министру внутренних дел, и остальным свою правоту. Иначе в иные времена, и во времена Януковича и до этого, сотрудник Генеральной прокуратуры или следователь, который высказывает несогласие, даже мотивированное абсолютно на законе несогласие, он не проработал бы ни больше дня, возможно, счет шел бы на часы. На часы, то есть на... То есть, если высказал, тебя уже могут даже с задними числами уволить. То есть, ты высказал в прессе, что вот генеральный прокурор или там министр или какой-то начальник совершает незаконные действия, а они докладывают обществу, что он не имел права это говорить, потому что он позавчера уволен. Уже потом он просто обижен. Вот. И вопрос был не в моей именно как бы персоне, а вопрос был поддержка действий. Потому что не я один, я, следователи, прокуроры, это был коллектив, который своими действиями показывал, что не просто нацелен, но и на соблюдение законодательства, раскрытие преступлений, привлечение виновных, но и делами доказывал. И даже, да, было в 2016 году, скажем, на пике определенного и противостояния с руководством отстаивания закона была петиция подана активистами, чтобы меня назначить генеральным прокурором. Как раз когда была пауза между, снят был Шокин и еще не назначен Луценко. И вот там действительно голоса, там 25 тысяч голосов для того, чтобы рассмотрел президент, и голоса действительно быстро набирались, но потом какой-то сбой произошел. И до этого практически там ежедневно по тысяче, несколько тысяч голосов добавлялось, а потом произошел неожиданно сбой, и по 10, не более 10 голосов в день, и так и до конца. Якобы компьютерная система потеряла голоса. Почему-то, да. По дороге. Вдруг затормозила, и даже до петиции не дошло. Ну, в принципе, даже если были набраны голоса, я уверен, что никто бы меня не избрал, потому что всему руководству страны, которое было в период независимости, все хотели иметь ручного генерального прокурора, который будет исполнять прихоти власти. Это свидетельствует о том, что они не хотели действовать по закону, они не хотели действовать в интересах общества, а исключительно в своих интересах. И это плохая практика, она продолжается. На этом деле, да? Да. Еще обратил внимание на очень серьезный момент в этом интервью, про который я говорю. Журналист, значит, Бацман, говорит про один фильм, который был показан в канале Берлускони. Да? И в этом фильме якобы говорят о двух грузинских снайперов. Ты сказал про трех, якобы, наверное, в фильме сказано, якобы этих снайперов перевез Саакашвили, а руководил Турчинов и Пашинский. А посредником был Мамулашвили. Ты можешь объяснить вот ту ситуацию? Это пропагандическое, значит,
пропагандический вывод в фильме, или вообще та версия проверялась в следственном порядке? Конечно, проверялась. Однозначно проверялась и не могла не проверяться. Фильм был и итальянский, после этого аналогичный практически фильм был израильский. Журналистка израильская, но, как оказалось, копнуть глубже, то за 3 года до этого она работала на государственном российском телевидении. Но тут она уже как израильская журналистка. Потом еще и канадский журналист проводил расследование, поэтому, безусловно, мы брали эти материалы и тщательно проверяли. Ну, абсолютно это выдумка. Я уверен, что это целенаправленное действие российских спецслужб. То есть даже простой такой, они строят свою в первую очередь выводы на том, что были какие-то люди, в данном случае грузины, которые из отеля «Украина» или из любого другого места стреляли в одну сторону и в другую сторону. То есть это абсолютно вранье, потому что экспертизами, следственными экспериментами установлено отсутствие убитых именно выстрелами из гостиницы «Украина». То есть по направлению выстрелов, которые можно практически со стопроцентной уверенностью говорить, потому что мы видим видео, да, мы видим жертву, в какой позе она находится. А вы подтвердили медицинской экспертизе это? И судебно-медицинская, и следственный эксперимент. Ну просто вы видео момент причинения пулевого ранения. Мы видим, как стоит тело. Мы знаем судебно-медицинскую экспертизу направление раневого канала, как она проходит. Мы даже специальные наши следователи, криминалисты изобрели прибор, сами и запатентовали для расследования таких, которые вот именно ставятся с лазерными указками, то есть как на направление раневого канала и куда бьет луч, откуда был выстрел. Практически в большинстве жертв мы могли, даже не в большинстве, а мы все, кто был убит 20 февраля, это именно они о событиях 20 февраля говорят, то есть установлена видеозапись, и по каждому проведены следственные эксперименты и судебно-медицинские экспертизы, то есть нет такого. Потом по самим грузинам тоже там разбивалось по каждому шагу и по времени нахождения, по отсутствию в гостинице. То есть и близко ничего нет. Это такая, скажем, красивая пропагандистская, ну они так думают, красивая, которая нацелена на то, чтобы создавать впечатление у людей о том, что была какая-то такая внешняя сила или нанятая там Майданом, которая вот спровоцировала эти убийства. Не было именно, если мы говорим про вот этот итальянский фильм, потом израильский фильм. Это целенаправленные действия, они вписываются в риторику того же самого Путина о том, что это был госпереворот, инициированный, спровоцированный там западными спецслужбами с помощью украинских там лидеров, и все это было подстроено умышленно и целенаправленно. Почему? В расследовании установлено, что убийства совершались бойцами спецназначения «Беркут», которые действовали по указанию высшего командования ихнего страны. Почему я на это обратил внимание? В Литве, как 91-е события были, тоже некоторые пророссийские деятели тоже такую выдвинули версию, что якобы тоже значит, литовцы стреляли в своих, чтобы вызвать такое хаос и недоумение. Так я думаю, это уже проверенный метод России, чтобы воздействовать по таким образом. Сейчас, Сергей, я так возвращаюсь к твоим словам, в которых ты говоришь, что одна из целей была убрать тех людей по закону, которые служили, знаете, в правоохранительных органах во времена Януковича.
Да, привлечь к Да, ответственности. привлечь ответственность. И показать, что нарушение закона и совершение преступлений в интересах власти приведет к тюрьме, а не к сохранению должности. Да, а сейчас я тебя процитирую, такая статья подготовлена BBC, значит, 23 год, мая 18 числа, которая статья называется «Как помощник Зеленского Ермак стал вице-президентом». И этой статье... Вице-президентом чего? Ну, вице-президентом это в кавычках. То есть большие полномочия без Конституции вице-президент не указан. И в этой статье говорится, что Олег Татаров, который в 2020 году стал заместителем Ермака, был бывший значит, сотрудник Министерства внутренних дел времен Януковича, и который имел напрямую связь с задержанием тех протестующих людей в Майдане и руководил какими-то расследованиями. Сейчас он очень высокий чин занимает. Ты был на другой стороне. Сергей, как это случилось, что те люди, против которых ты боролся, сейчас в данное время занимают такие посты? Это объясняется той же логикой, которую я рассказывал несколько минут назад. Желание власти иметь контролируемые органы, ручные правоохранения, не только Генпрокуратура, милицию, Государственное бюро расследований и другие. Опыт времен Януковича, он полезный в таких случаях для противоправных действий. Почему? Потому что тогда действительно все правоохранительные органы абсолютно не были самостоятельными, действовали по указанию. Тогда. Да, а сейчас? Власти, по указанию власти. Естественно, если назначается на должность Татаров, и он в офисе президента выполняет функции координации работы правоохранительных органов, то назначается с единственной целью, чтобы координировать эти органы так, чтобы они были ручными. Я другого не вижу, потому что и сама практика показывает, что у нас правоохранительные органы в большинстве своем не самостоятельные и не соответствуют то, что предусмотрено законодательством, а их независимости. Он же на то время, во времена президентства Януковича и непосредственно событий Майдана, занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления милиции. Это орган, высший орган следственный в системе милиции. Было десятки, сотни задержаний незаконных, привлечения к ответственности, безосновательные аресты протестующих. И зная нашу систему изнутри, работая в прокуратуре долгое время, в том числе и во времена Януковича, это не происходит по личному желанию того или иного следователя или районного начальства. Это все координируется сверху. Но оно координируется не письменными указаниями. Письменные указания идут обеспечить законность. Так ты говоришь про телефонное право. Да, а устные, они говорят, что надо, для того, чтобы больше этим не занимались, надо задержать там столько-то, 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 надо арестовать. Вот этим мы поможем прекратить вот эти все выступления. И если брать на сегодняшний день, мы расследовали эти и привлекли более 30 следователей, сотрудников органов внутренних дел, именно которые расследовали дела. Около 30 прокуроров и судей привлекли к ответственности. И чтобы вы понимали, вот уже 11 лет ни один не получил приговора.
Опять же, этого так просто не бывает. Потому что тот же самый Татаров, когда был адвокатом в 17-18 годах, он практически большинство следователей органов внутренних дел, его фирма стала обслуживать, да, с тем, как по моему мнению, именно для того, чтобы они не дали показания, что они делали это по указанию свыше. А уже когда контролируя органы, то можно предположить, что намеки в разные инстанции, в том числе в суды, что вот эти не должны получить приговоры, потому что любой приговор этому же самому следователю, это говорит о том, что есть шанс, что и до него все-таки дойдет время, даже через 10, через 20 лет, пусть даже сроки давности уже все закончатся, но сам факт установления от получения доказательств, он существенно повлияет на карьеру. Поэтому уверен, что это не просто так. В том числе и оправдательные приговоры. Там, где сомнений нет, когда там за 20 километров, ну не 20, а километров 10 в Киеве ловят автомобиль, в котором есть там 4 шины, да, и ничего не указывает о том, что человек их везет на Майдан, да? Просто может перевозить их его арестовывают, его привлекают к ответственности, он сидит там 2 месяца. Я вроде выключил. Прошу прощения. Технической паузе, бесконструктивной. И, значит, заканчивая тему, да, то есть... бывшую тему Майдана, я хочу огласить такое, значит, решение Европейского суда по правам человека насчет Одессы. И в этом решении указано Одесса 2 мая 2014 года, события. В этом решении говорится про то, что якобы государственные органы в то время не действовали так, как должны. То есть бездействие государственных органов, которое привело к жертвам. Что тебя значит про это? Тебя какие сведения? Следует, что действительно Украина при расследовании, она частично отреагировала на неправомерные действия представителей власти. По тем событиям были расследования непосредственно событий, столкновений между украинскими и там, пророссийскими протестующими. Это один момент. Второй было уголовное дело о ненадлежащих действиях сотрудников правоохранительных органов, которые имели возможность, но не обеспечили необходимый общественный порядок. Так вот, дело по самим событиям столкновений расследовалось милицией, дело по правоохранителям, по должностным лицам расследовалось управлением, которое я возглавлял. И действительно, первое, конечно, надо сказать о том, что постоянно я генеральным прокурором и одному и второму говорил о том, что для объективности стоит расследовать эти дела вместе. То есть создать большую следственную группу и так были получить большой результат. Потому что зафиксировано в том числе и не своевременный приезд к Дому профсоюзов пожарных машин. И установлено, что это было по указанию начальника управления чрезвычайных ситуаций, который в то время работал там. Но не объединили. Вместе с тем, когда мы эти дела расследовали в отношении правоохранителей, то мы действительно установили, что руководил в то время заместитель начальника областной милиции Фучиджи. Он руководил всеми мероприятиями по общественной безопасности. И он создал условия для того, чтобы эти стычки были.
И мы ему привлекли к ответственности, и его уже даже осудили за эти действия. Но следует сказать о том, что он через месяц-два после событий сбежал в Россию. И через 1,5 месяца, как он сбежал в Россию, он получил гражданство. Российское гражданство, и сейчас как бы себе безбедно там живет. Опять же, тот начальник управления по чрезвычайным ситуациям, он тоже сбежал в Россию. То есть мы говорим о том, что действия, которые создали условия для стычек, которые создали условия для противостояния, а в том числе и для развития пожара, они были совершены людьми, которые при угрозе привлечения к ответственности сбежали в Россию, не в Европу, а именно в Россию, и они их приняли, они их не давали допросить, в том числе мы направляли туда международные правовые ходатайства, то есть это целенаправленные действия, которые Россия не заинтересована, ни одного шага не сделала для становления объективной истины. Конечно, есть у меня претензии потому что эти дела непосредственно по стычкам, они закончились оправдательным приговором, они расследовались некачественно, потому что они на определенном этапе сначала расследовались главным следственным управлением МВД, а потом они были переданы в Одесское управление. То есть Одесское управление, которое мы привлекаем к ответственности, дали им расследовать. Это неправильно было, неправильный шаг. И в том числе нам не передали дело по вот этому руководителю управления чрезвычайных ситуаций, Баделан его фамилия, потому что это тоже было бы для объективного расследования. Кроме вот этого Фучиджи, заместителя, мы еще вместе с ним по халатности направили начальника областной милиции и еще 2 человека, которые отвечали за общественную безопасность. То есть и до сегодняшний день эти дела по ним еще рассматриваются. То есть если взять реакцию на ненадлежащие действия, то Украина отреагировала, привлекла к ответственности, а основу ненадлежащей реакции создали на то время люди, которые формально, конечно, были во власти, да, но фактически мы видим, что это были люди, которые служили не Украине, а России.